Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую это основные каналы нейроведьмы. И, короче, мы сегодня будем говорить про отношения, потому что снова это актуально. Снова это в трендах Ютуба. Ну, собственно, если вы хотите отношения, учитывая, что мне очень важны рейтинги на самопознание, вы смотрите сильно меньше. Вот. И я хочу все-таки, чтобы это было как-то адекватно, пропорционально. Я прекрасно понимаю, что тема отношений, она волнует. Я не знаю, конечно, как получится снять расклад. Он будет у нас в стиле «я императрица, значит, а ты меня не стоишь вообще», или все-таки немножечко про адекватность. Но опять же, посмотрим, кто ко мне придет, потому что аудитория много разная. Я там посмотрела каналы тарологов, да, собственно, что там говорят, чтобы к ним приходили, и, соответственно, какую правду сейчас кто готов услышать. Вот, я не про это. Собственно, если вы просто уже токсично наелись вот этой всей сладостью, и хотите адекватного взгляда на мир, есть тарологи. Я не таролог, ребят. Я не таролог, просто, Таро – это один из источников подачи информации. Просто если я буду вот так вот рассказывать и смотреть на человека, это немножко страшновато смотрится. Поэтому я, конечно, использую это как инструмент, как определенный вектор, да, как ключи. Я не таролог. Вот в классике вы не представляете, как мне неприятно все, что связано с профессией, когда вы знаете, об этом говорят профессию. Господи, кто еще диплом выдают государственного образца, это же вообще какая-то кринжатина. Поэтому я не хочу вообще, чтобы меня с этим ассоциировали. Я стояла, знаете, рядом с этим движением а-ля тарологов, да, я вообще туда никогда не хотела в это течение, это не моя тусовка абсолютно, в том понимании, в котором я сейчас это вижу. Вот, поэтому я себя обозначила в пространстве. Просто, наверное, я буду все-таки больше выходить из тени, чтобы многие понимали, что я действительно могу мощную, сильную магию, не прикрывая ее психологией. Но я думаю, что это все пойдет в процессах. Потому что потому что на самом деле какие-то события не знаю, мне кажется, что не заставляет меня уже отказаться, да, от того, чтобы я Сейчас слова подберу. Чтобы я... как это объяснить-то? Чтобы я отрицала магию в мощнейших ее проявлениях. Поэтому я больше этого делать не буду. И очень хочется мне все-таки называть вещи своими именами. А это, извините меня, черт возьми, цензура. Еще я на всех этих общественных каналах. Поэтому я понимаю, что я, далеко не развлекательный формат, да, в рамках развлекательного. И меня это, конечно, не представляете, как очень сильно злит.
потому что хочется выйти за рамки. Ладно, короче, мы с этим разберемся всем. Так, ладно, давайте между тем расклад на отношения. Сейчас я не верну себе энергии нормальные. И мы с вами начнем. Так, давайте. Ну что, первый камень очень похож у нас на тигровый глаз. Второй камень – это, по-моему, розовый кварц. Да, по-моему, розовый кварц. Ну и третий камень – бирюза. Надеюсь, не перепутаю. Так, ну и между тем мы настраиваемся на отношения, на будущее отношения. У меня сегодня будет работать 2 колоды. Так, колода, которую мне тут недавно подарили, я говорю, я отжала, я так смотрела на нее глазами кота и Шрека. Но я вообще ее никогда не хотела, потому что там отсылки к христианскому эгрегору, а я его не люблю. Ну, просто я его не люблю, потому что он мне не подходит. Поэтому, собственно, если действительно вы как бы фанаты вот этой всей истории, да, я не думаю, что вы найдете отклик в моем сердечке именно по поводу того, что, ну, как бы вам это нравится, да. Это как бы ваша личная история. Я с этими эгрегорами работаю, но как-то я это не люблю. Мне это не нравится, и, соответственно, эту колоду как бы я так воспринимала как-то скептически. При этом она достаточно неплохо на самом деле отыгралась в своих процессах, да. А она достаточно дружелюбная, когда подсвечивает выход. Выход из эгрегора, выход из отношений, выход из клетки, наверное. И вот, собственно, если сейчас мы обнаружим какую-то клетку, то мы будем нащупывать ключи. Ну, опять же, может быть, клетки-то и нет, да. И сейчас мы будем тоже смотреть, потому что, собственно, тема про отношения, тема достаточно актуальная. Так. Давайте, актуальная тема. Так, будущее отношения. А еще вполне возможно поработаю на вот этой колоде, она метафорическая, но она очень такая интересная. Вот кому-то, знаете, сразу показываю, что время покажет. Так, сорян за такую болталку, потому что это мои как бы внутренние процессы, которые, вероятно, рвутся наружу, по той причине, что тут какая-то грядет мощнейшая перестройка контент-плана на нейроведьме. Есть вещи, действительно, многие, которые я пока не могу озвучивать, и я это все давлю в себе. Но дай бог, что это все прорвется. Окей, давайте выбирать камешек. Тигровый глаз, кварц розовый и, соответственно, бирюза. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, привет. Привет. Привет, тигровый глаз, привет, единички. Что там у нас есть? Температура по болталке. По болталке, да, говорю, по больничке. На самом деле кто-то ушел в состояние рефлексии, потому что 4 мечей, да, состояние чего-то, я подумаю об этом позже. Мне сейчас это не надо, у меня сейчас другие проблемы, да, как-то, собственно, какого-то быстрого решения явно тут как-то ждать не приходится, возможно, даже какое-то продвижение. Но сейчас мы на самом деле посмотрим некие небольшие такие психологические портреты. И посмотрим, что же нам скажет пространство. Работаю на прямых позициях. То есть человек сейчас, мне кажется, еще по 9 жезлов, как раненый воин, знаете. Как-то прям сильно эмоционально, я так понимаю, что опустошенный, да, может быть такой, знаете, может, разрывают его со всех сторон. Ладно, сейчас будем смотреть. Вот его энергии я считываю сильно. Сейчас посмотрим, собственно, что происходит у вас. Напоминаю, что на прямых позициях. И напоминаю, что, может быть, здесь даже будет про магию, но не про воздействие, а вот, собственно, может быть, он будет такой расклад более на высоких вибрациях. Окей. Давайте. Ну, а потом, собственно, далее температура по больничке. Давайте, что там еще за персонаж у нас, что там происходит. Так, что, карта Иерофанта.
Тут смотрите, и, собственно, как-то десятка чаш. Короче, либо он, значит, влюблен, либо, собственно, хочет семью, либо задумался об этом, да, может быть, как бы о детях, может быть, дети уже есть, или у человека на самом деле достаточно правильные отношения к жизни, то есть есть определенные традиционные нормы, там догмы и вот такое вот все. Да, есть ощущение, что, может быть, у него есть семья или желание там семьи, знаете, влюбленность, чувства. То есть я могу сказать, что он наполнен достаточно красивой любовью, потому что все-таки иерофант, да, может быть, человек сделал даже определенный выбор. Сердечко, значит, оно тут у нас с любовью, да? Ладно, а вы сейчас, да, вы в этой ситуации, правосудие, то есть на самом деле есть ощущение какой-то, смотреть, равности позиций с ним, потому что, смотрите, он по иерофанту, вы по правосудию, и, соответственно, есть ощущение, что, может быть, правосудие еще и вмешивается, да, или если человек там, допустим, как-то мог проявляться там некорректно в ваш адрес, вы такие, блин, да, со мной так нельзя, вообще по правосудию, соответственно, то есть как вы к себе относитесь, как вы себе условно блюдете, да, как вы себя транслируете, так как бы вас человек воспринимает. Потому что, смотрите, правосудие, ну, как-то прям связь между вами очень красивая. Правосудие, как бы карта партнерства, это двойка чаш. И, соответственно, король чаш. Слушайте, ну здесь как-то любовная любовь. Я так понимаю, что она между вами, да, сейчас любовная любовь? Или что за история-то такая? Что-то красиво, очень много кубков. И смотрите, как красиво эти кубки у нас объединяются со старшими арканами. Смотрите. Потому что это правосудие и, соответственно, иерофант. И вот про такие пары говорят, что вот свыше кармические, знаете, обвенчаны на небесах, вот всякое такое вот между вами. Смотрите, как красиво нам выкладываются вот эти карты. Хорошо, что сейчас, как он считает, между вами? Угу. Ну, так, шестерка пентаклей, но я хочу ее дополнить. Да, шестерка пентаклей, соответственно, смотрите, здесь есть определенная стабильность. Здесь есть определенная стабильность, здесь есть, может быть, возможность выстраивать достаточно прочные отношения. Или, соответственно, как вот эти женщины в возрасте говорят, намерение человека на выстраивание отношений, потому что, в принципе, как-то вот между вами какая-то определенная стабильность, как вот он чувствует, да, как ему, собственно, кажется. Хорошо, окей, хорошо. А вы что считаете, как между вами? Ну, это семья. То есть я сейчас смотрю на семью однозначно. Я смотрю вот на семью, но вот есть ощущение на самом деле, что вот вы не совсем этому человеку доверяете. Потому что такая двусмысленная, это у нас, конечно, двойка жезлов. Либо он пытается, соответственно, перетянуть одеяло на себя, либо все-таки вы понимаете, что может быть, да, как бы это хреново ни звучало, человек действительно может стоять перед выбором, или вы не совсем ему доверяете в плане серьезности отношений, там девятка чаш перевернутая, то есть вот как бы вам кажется, что вот эта вот вся его история с влюбленностью, да, она, возможно, как-то недолговечна, да, то есть это как-то вы ему что-то не особо доверяете, когда туда смотрите. Хорошо, окей, ваш? Ладно. Давайте так, как он видит будущее ваших отношений, соответственно, как вы видите будущее ваших отношений, и, собственно, что там с точки зрения высших сил, да, на финалочку, ну, то есть, так вот мы прям кратенько с вами. Хорошо. Давайте, как он сам видит будущее ваших отношений? Так, ну вот, собственно, здесь влюбленные, но мне нравится в этой колоде нет третьих лиц, слава богу, хоть где-то, а то вот это вот все, знаете, когда нас вот это вот то перед выбором, все то еще что-то. Ну, то есть, вот с одной стороны, конечно, это шестерки. Шестерки это определенный путь, этот путь выбранный человеком, и, скорее всего, он вас там, ну, достаточно там ценит и прочее, потому что не разговор, конечно, о чувствах, но вот все-таки здесь как бы вопрос действий, здесь на самом деле как бы вопрос желания, да, вопрос, что человек хочет развивать эти отношения, опять же, по восьмерке жезлов, может это желание встретиться, да, и как бы прояснить ситуацию.
Ну, вот, значит, тут он как-то воспылал, да? Как-то чувствуем, что ли? Ну, вот мечтает, да? Мечтает, кстати, человек. Мечтает, потому что вот здесь вот есть определенная ценность, потому что императрица, да, соответственно, и здесь, ах, какая женщина, и все. И вот он очень, на самом деле очень хочет делать для вас много, да, может быть, пора соответствовать, может, еще что-то, потому что он для вас хочет быть в шестерке жезлов. Он для вас хочет быть в шестерке жезлов. Однако давайте смотреть, что же... Ну, понятно, да, когда говорю шестерке жезлов, то есть на коне победителем, таким не неудачником, как, может быть, он там себя ощущает или чувствует. Потому что, понимаете, ему он вот понимает, что так дальше нельзя, да, нужен какой-то момент, этап перерождения, да, вот. Но это как раз уже делается, я так смотрю, вот... Конечно, наступает на свое эго, но вполне возможно, да, что это делается ради вас, потому что, может быть, вы определенные условия там поставили, да, потому что он все равно вас видит в королеве мечей. Но здесь человек на самом деле направлен в вашу сторону, и это сильно считывается. Но, опять же, если вы видите его там по двойке жезлов, может быть, были какие-то конфликты, да, собственно, почему вы не уверены в будущем? Так, король пентаклей... Королева Пентаклей. Тут, наверное, вопрос в том, что вы, конечно, видите себя парой, видите себя там, условно, мужем, женой, опять же. Но я не знаю, может быть, здесь как раз вопрос такой, ты будешь что-то делать, да, то есть там для нашего будущего, то есть да, вам действительно хочется понимать, да, ну, то есть с этим человеком вот как раз в партнерство нужно идти или нет, потому что вы на самом деле готовы. Готовы, но почему-то у вас как будто нет ощущения, да, вот, что для человека эти отношения ровно так же ценны, как для вас, они для него очень ценны. И вот эта позиция это показывает, что же там с точки зрения высших сил. Что же там с точки зрения высших сил? Не совсем понятная история, но у меня ощущение, что вы под покровом, да? Возможно, ваша пара под защитой. Верховная жрица. То есть, скорее всего, возможно, там, знаете, я не могу сказать, что он в жестких каких-то трансформациях, но явно вот он должен какие-то чувства понять, испытать, там что-то такое, потому что, опять же, по верховной жрице здесь какие-то судьбоносные моменты, но тайно покрытые мраком, да, тайно покрытые мраком, потому что на самом деле как-то предстоит большая работа, да, очень большая работа, потому что вот тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, он должен очень сильно поменяться. Но вот, скорее всего, будет уже скоро прояснение как бы вот этой ситуации, такие, да, и кто-то здесь выйдет из иллюзий. Кто-то здесь выйдет из иллюзий. И, подождите, а получается, что у вас относительно этого человека какие-то иллюзорные представления? Я просто так посмотрю. Вы знаете, представление относительно этого человека, что, возможно, он там слишком эгоистичный, чтобы показывать свои чувства, соответственно. Или если вы, как перевернутая королева чаш, получается, что вы-то хотите типа все и сразу, и вы, скорее всего, прям очень активно об этом говорите. Но мне еще нужна вот такая вот подсказка. Сейчас. Мне это же самое интересно, потому что это такой эксперимент. Это еще одна колода, которую мне подарили. Спасибо большое. С прекрасной энергетикой, кстати. Ровная, красивая энергетика. Хорошо. Хочу все-таки общую температуру по больничке вот здесь вот посмотреть. Вот мы вроде говорим про влюбленность в ваш адрес. И вот здесь вот хочу посмотреть, потому что мне немножечко необходимо раскрыть мотивы двух человек. Понятно, да? Так, что у него там с мотивацией-то? Ну, смотрите, как высшие силы видят вашего мужчину как бабуина. Здесь очень интересный союз, понимаете? Здесь как бы союз
темной и светлой стороны, как бы я так понимаю, да, что, собственно, как бы человек где-то, не знаю, днем там бухгалтер, как бы, да, Иван Петрович, короче, а ночью он в животное превращается. Здесь на самом деле вот есть ощущение какого-то счастья, да, когда воспринимают, ну, знаете, как его условно, и темную, и светлую сторону. И темную, и светлую сторону. И здесь вот человек, на самом деле, возможно, безумно счастлив, да, потому что ему важно, чтобы его понимали. И он тогда ощущает, что вы его понимаете. Понимаете, вот рядом с вами есть ощущение, что у него происходит исцеление, возможно, каких-то даже его детских травм, да, и он это тоже чувствует. Он это чувствует очень. Потому что явно, когда, да, вы прям скрываете вот эти гештальты друг друга, закрываете, и, соответственно, человек здесь вот испытывает благодарность, что вы вполне возможно помогаете как бы ему найти, во-первых, ключи к себе, да, и ключи еще к, собственно, адекватности, да, к реальности, вообще заземляете, можете, ну, как-то возвращаете в реальность, вот, и, собственно, в этом как бы есть ценность, соответственно, ценность этого человека для вас в чем? Потому что есть ощущение, что рядом с этим человеком вы испытываете или испытывали какие-то новые чувства, эмоции, возможно, даже опасные. Может быть, это какой-то момент даже адреналина. Может быть, это действительно, знаете, такой момент, когда мы погружаемся в свои чувства, эмоции, и они не всегда приятны. У вас, например, был запрет там, на проявление, да, тяжелых каких-то эмоций. Я могу сказать, что этот союз действительно, ну, такой, знаете, судьбоносный на излечение от травм, на оздоровление, на такое, знаете, обоюдное исцеление. Ну, пожалуйста, тебе, да? Здесь вы с этим человеком прям спектр эмоций испытываете. Он легче к жизни относится, чем вы, конечно. Вот, может быть, это союз, знаете, училки и плохого ученика там, да? А чё вы так-то? Ну, смотрите, вы на самом деле, да, в какой-то прям своей истине с этим человеком находитесь, да? Прям, смотрите, возвращаетесь к истинному источнику. Вот сейчас я еще посмотрю с точки зрения как бы высших сил вот эту всю историю. То есть они же тоже нам что-то дают понять, почему, собственно, жрица и что от чего зависит. Так, котики прекрасные, что-то такое вот. Как интересно. Как интересно. Знаете, здесь, наверное, такой момент, что прорабатываются травмы из серии «Если любовь, то нет денег», соответственно, да. Или, например, какие-то ваши установки из серии, что вот если у человека, типа, ничего нет, то, соответственно, что он типа может дать там, кроме денег или еще что-то. А здесь вот прям показывает, что когда есть союз, когда есть дом, когда есть тепло, там достаток, потому что, в принципе, для вас этот человек, знаете, как выход из сценария, возможно, сценария бедности. Потому что здесь мы с вами говорим про семью, да, и как итог возможный вот в этой реальности, это реально семья. Возможно, да, с этим человеком действительно, ну, придется пойти в свои чувства, принять там вот его какие-то стороны светлые. И это, может быть, вы слишком идеализировали, понимаете, мужчину. А здесь как бы нам показывают, что да, очень красивый итог на семью. Ну, почему нет? Очень красиво все. Дай бог. Так что, если там все так красиво, я благословляю, да, если мне есть на это право, по первому варианту. Ой, а я же знаю вообще, что мои пророчества сбываются. Вот такая вот была позиция. Так, ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть будущее ваших отношений. Слушайте, как только вот начинаешь разрешать себе магию, да, внутри, да, вот это чтение потока, вот эту прям синергию, не заменяя ее на психологию, как-то поток сильно легче идет. Потому что бывает такое, что рацию очень блокирует, а ты тут просто как читаешь, как книгу, которая, в принципе, читается достаточно легко. Я, кстати, не думала, что вот колода будет читаться так легко. Ладно. Ну что, двоечки, давайте. Сейчас посмотрю, что за человек-то. Вы в этом всем.
Я, кстати, могу там выкладывать не одинаковое количество карт. Ну, самое главное, чтобы я вам сообщила информацию, правда? Ладно, давайте. Что за человек вообще? Что за человек? Слушайте, человек на самом деле что? Любит передвигаться, учиться. Но он, знаете, такой, он очень семейный. Он очень семейный, он очень правильный. Вот, и он такой, знаете, с ним и в горе, и в радости. Смотрите, карту умеренности, как бы, и шестерка мечей. Человек, возможно, достигатор. Может быть, он много учится, много думает, много знает. Ну вот, и понимаете, это его как картина мира, да? Может быть, человек на самом деле из семьи достаточно интеллигентной, да, где там ценилось образование, где, соответственно, важно быть, ну, я не знаю, может быть, даже какой-то элитой в образовании, там, знаете, там, не знаю, что там, доктор наук, или вот ценится, там, знаете, знание языков, может быть, или хорошая какая-то вот престижная история, и, соответственно, там родители вкладывали много, да, в человека, чтобы он, типа, знаете, как учись, а то дураком станешь. Ну, тут какая-то такая история, да, чтобы пытались дать ему, или он сам себе пытался дать многое, да, для успеха в жизни. Для успеха в жизни. Ну вот, собственно, я не буду переворачивать. Здесь как бы такой момент, что, может быть, человек сейчас только начинает выходить к себе, потому что вполне возможно, что долгое время его не спрашивали, чего он хочет на самом деле. Потому что вот он скован определенными какими-то обязательствами, возможно, семейными какими-то, да, то есть там ему долгое время просто вот наставляли, да, что же ему делать, как ему жить, соответственно. Возможно, он там жил как бы во благо других людей, обслуживая их задачи. Сейчас посмотрю, почему восьмерка мечей, но это хорошо, что она переворачивается, то есть человек близок к этому выходу, да, выходу из вот этой жертвенности. Но тут мама, скорее всего, очень активно, да, мама или жена, там, не знаю, что-то еще, женщины в роду, активно как бы вмешиваются и, собственно, скорее всего, подавляют какие-то его истинные чувства, эмоции, да, потому что здесь женщина ставится во главе, а он как-то, знаете, служит женщине, ему как бы на самом деле это важно. Да, самое главное, собственно, что хочет женщина. Закон типа для мужчины, ну, как-то, видите, ему это все не очень теперь симпатично, потому что он хочет выйти из-под давления женского, смотрите, активно. Хорошо, ладно, вы. А вы амазонка у меня, дорогая. Амазонка, может быть, несколько пацанка, может быть, несколько такая, знаете, грубоватое высказывание своих, потому что он на вашем фоне типа такой более интеллигентный. И здесь нам нравится вывозить, нам нравится преодолевать, да, по десятке жезлов. Нам нравится, вполне возможно, создавать себе проблемы, как бы, да, потом выпутываться из них и ценить. Это, кстати, вот одна из типов, ну, любимых в кавычках категорий моих девочек-клиенток, которые себя любят только если, собственно, они что-то поломали, да, а потом как бы воспряли, да, как, собственно, птица Феникс. Кстати, здесь человек может не свободен быть, но это вопросы. Вот тебе, пожалуйста, да, кто у нас вообще? Я самаха, все могуха, и вот такое все. И здесь на самом деле как бы вопрос в том, что явно вы привыкли вывозить, да, то есть делаете одновременно, ну, там, большое количество дел, и вам от этого кайфово, потому что вы от этого чувствуете себя в маге, да, то есть на самом деле в энергии достижения. В энергии достижения. Ну, а что там у нас по отшельнику-то? Ну, такое ощущение, что вы это делаете по большей части для себя. Вы это делаете для себя. Знаете, такое ощущение, что надо бы, конечно, пойти на уровень души и посмотреть, что вы на самом деле хотите, потому что мне понятно, почему вы соединились, потому что вы ни черта не понимаете, что вы хотите, и он нифига не понимает, что он хочет. Вот поэтому, вероятно, вот какой-то момент башни между вами должен произойти. Катарсис, да? Но башня, вот она, знаете, она переворачивается, есть ощущение пока непроясненной ситуации. Ощущение непроясненной ситуации. Ладно. Сейчас посмотрим дальше. Давайте, как он, соответственно, видит
Не, давайте так, что вот сейчас между вами, да, происходит? Ну что, треугольник, привет. Или, соответственно, здесь какая-то, знаете, вот легкое отношение к жизни, какая-то весьма легкая позиция. Боже, да что мне с голосом? Да нет, треугольник. Тут треугольник или какая-то, смотрите, тайная связь. И либо, соответственно, просто нам прикольно находиться как бы в этих легких отношениях, да, в этих легких энергиях. Сейчас посмотрю вообще, как ему, а как вам, как ему в этом всем. А что-то у меня, знаете, ощущение, что, в принципе, что по 9 чаш, что, ну, с одной стороны, ты получаешь то, что ты хочешь, но ты хотел бы больше получать, да. И ты тоже заблокированные чувства, а с вашей стороны что? Так, а у вас что, выход из иллюзий? Тут, наверное, такой момент, слушайте, девчонки, тут, если реально как бы есть момент вот этого выбора, кажется, что человек будет активно действовать. А есть ощущение, что ты не активно, а вы что-то ждете от него какие-то действия, да, активных? Да. Какое-то прям решение, принятие решения, может, там, как это любят говорить, короче, взять ответственность. Хотя я не знаю, как можно взять ответственность за взрослых людей, но пока здесь у нас двоякая ситуация. Поэтому, наверное, вы спрашиваете, да, будущее этих отношений, если она там вообще, просто ситуация двоякая. И она энергетически прям прибивает. Хорошо. Окей. Ну что, давайте, самое вкусное, самое сокровенное, как, соответственно, человек видит будущее ваших отношений, да, как вы это все тоже видите для себя, и что там с точки зрения высших сил по факту. Да, потом с вами, значит, разложим по факту. Ладно, давайте. Он как видит будущее этих отношений? Что, отношения на расстоянии, звезда? Воспевать вам моды, а что звезда и... Ах, какая женщина, мне бы такую, да? Смотрит, типа, и облизывается. Угу. А хорошо, а почему тогда отношения на расстоянии? Типа, вот моя муза, там, любимая женщина, и вот такое все. Ну так если он как бы, собственно, либо женат, либо в состоянии полуразвода, то как бы тут более чем все понятно. Хорошо. Ну, то есть он, получается, звезду эту никак не приближает, да, к себе. Боже, тут какая-то, смотри, тут на самом деле какой-то флирт, влюбленность, вот он как дурак, да? Вот влюбленный мальчишка же говорят такое, что прям вот как дурачок, как дурачок. Как дурачок считает, что жизнь типа несправедлива, там вот такое все, знаете, пострадахи. Понятно, в нашу жизнь, значит, с ним перешли пострадахи, то есть он вот через пострадахи пока. Хорошо, хочет человек, что ж мы будем лишать возможности пострадать, да, ради вашего прекрасного образа. Хорошо, окей. Вы в этой ситуации, соответственно, как вы видите будущее этих отношений. То есть вы понимаете, что здесь нужно что-то менять по смерти, либо, соответственно, здесь человек просто вот отдаляется, смотрит на ваш светлый образ, как-то помните, как, например, там Луна в Монара, а действие как-то особо кот наплакал. Но мы еще все посмотрим. Да? И вы, скорее всего, вот эту ситуацию будете рубить или понимаете вообще, да, что здесь, соответственно, вы просто разгневаетесь, да, если человек опять будет продолжать, вот это прокрастинировать на ваши прекрасные фотографии, но при этом делать примерно ничего. Нет, слушайте, может вы там, не знаю, в состоянии развода, сейчас посмотрю, смерть, королева мечей, вдова, что ли? Или что? Или ощущаете себя так? Или это внутреннее желание избавиться, не знаю, может быть, от партнера? Ничего страшного, кстати, в этом нет психологически, так что, да, бывает такое, что девочки когда приходили на консультацию, и прямо она спрашивает, и говорит: Анна, скажите, пожалуйста, он говорит, когда умрет? И я такая, конечно, выпадаю в осадок. Сначала, да? И я говорю, это, скажи честно, желание твое? Она такая, да, тогда типа я свободу почувствую.
Ну, там понятно, что это детские истории, там сильно мы в это все не лезли. Я не буду сейчас ни с точки зрения магии, ни с точки зрения психологии рассказывать. Просто на самом деле у нее нет сил самой освободиться, и она думает, вдруг так боженька услышит мои молитвы, да, и что-нибудь с ним, значит, сотворит. Да, либо в какую-то ментальную трансформацию отправить подальше от меня, либо еще там чего. Вот. Ну, вот какая-то такая история непонятная. Непонятно с этим всем. Или, знаете, как я читаю для девочек, у кого как бы новый роман, да, а, собственно, мужчина там, допустим, находится в другой стране, там, по работе или еще какая история. И все, и там, собственно, больше не хочется, но при этом есть определенные, знаете, там чувство вины, да, по отношению к мужчине. Тут, короче, я же говорю, что замес, да, тут Санта-Барбара. Тут Санта-Барбара, соответственно. То есть он, значит, мечтает на ваш образ. Окей. Хорошо. С точки зрения высшей сил. Слушайте, ну карта Солнца, она достаточно неплохая. То есть будет прояснение отношений, конечно же, да. Сейчас посмотрю. Может, кстати, что, беременность? Так, Солнце. Ну, как вариант, кстати. Потому что здесь могут быть отношения, действительно, да. Здесь могут быть отношения. Ну, кстати, может быть, вот над этим-то и нужно работать, чтобы... Это уже, мне кажется, следующий расклад, от чего не действует, потому что у него явно есть объективные причины, чтобы вот это вот оно все случилось. Слушайте, я не знаю, весна действует или нет, потому что в качестве спойлера там первый и второй вариант, они, в принципе, про действия. Это восьмерки, это сформированные действия. Вот, пожалуйста, у вас еще восьмерка. Восьмерка жезлов, как ускорение ситуации. Или там желание встречи, возможно, какой-то. Хорошо. Пока, значит, вот эта вся мечтабельность, а вы так думаете, может быть, мне там совсем как бы выходить. Ну вот, человек... Давайте так, мне вот интересно прям мотивация нахождения тогда, вот он причем в звезде. Сейчас тут немножко еще раскрою вот эту тему с женщинами, которые на нее влияли. Что там такое-то? Угу. Соответственно, если женщины на него влияли, он привык вообще, что женщина его за руку ведет, да? Да, страшно, одиноко и так далее. Короче, очень страшно сепарироваться, страшно от чего-то отрываться, понимаете? Смотрите. Это же прям четко нам показывает. Или эти аксонодендриты, там, помните, да, кто-то сдавал эту анатомию ЦНС. Либо, соответственно, вот этот момент сепарации. То есть вот, как это сказать, это, блин, красную шапочку отправили в лес к бабушке. Это что же мы вот момент сепарации читали когда-нибудь психологическое значение сказок? И вот, собственно, вот это вот ваша красная шапочка попёрлась, значит, в туман. А там вообще ничего не понятно, потому что вот ощущение оторванности, при этом достаточно мощное ощущение оторванности. Что теперь делать, бедной, да, красной шапочки вашей? Угу. А красная шапочка, на самом деле, пока не сталкивается с объективной реальностью, короче, в каких-то своих мечтах относительно себя. Потому что, посмотрите вообще, да, что-то ему нагадали, соответственно, что-то ему предсказали, да, вот прям в лоб. Вот. Или он верит всяким там гадалкам, предсказаниям, что там ему напредсказывали. Давайте спросим. Что-то какой-то разрыв. Знаете, есть ощущение, что вполне возможно, что ему сказали, что у него там типа какое-то там прекрасное будущее, явно без вас. Да, чего-то там прям все классно, классно, классно. А чувак сталкивается с объективной реальностью и понимает, что нет. И что-то ему не хватает, знаете, такое ощущение, что вот как будто без одного крылышка. Боже, тут у нас еще и астрология. Знаете, вот ощущение, что он слишком рано как-то повзрослел, опять же, да.
Вот, может быть, правда, какими-то тайными знаниями там интересовался, еще что-то. То есть вот какой-то очень тепличный. На самом деле тепличный, но такое ощущение, что не ориентируется на себя. Смотрите, он ориентируется на какие-то предсказания, на что там ему мама, папа, короче, говорили, потому что вот ослик без цели, понимаете? На самом деле ослик как-то без цели. И вот ощущение, что он пошел, короче, эту цель искать или там в процессе, знаете, там самопознание, самосозерцание. То есть вот видите, у него там свои процессы. Хорошо, вы относительно этого человека, что там у вас? Расскажите мне. Что у вас там относительно этого человека? Ага, тут на самом деле вы что-то вдохновили с ним старость провести, да? То есть он, посмотрите, как сильно вдохновляет, что вот я с тобой, там огонь, воду, медные трубы пройду, и состаримся-то мы вместе, и детей-то я, собственно, хочу, и семью-то я хочу от тебя. Так, дайте еще одну. Ага, я, значит, буду тебя вдохновлять, короче, рожать тебе детей и так далее, а ты, значит, будешь ради меня тут что-то завоевывать и там, побеждать и вообще, короче. И мы, значит, выливаем в него эмоции. Потому что, по сути, и энергии, да? Потому что, по сути, на самом деле, вот с точки зрения высших сил, может быть, я же не могу сказать, что вы там прям все делаете там правильно или неправильно, но сейчас я еще немножко докину ваш треугольник. Чего там у нас? А там, понимаете, в чем прикол? Есть ощущение, что его типа две женщины разрывают, и вторая тоже, чтобы с ним как-то хотела бы состариться, да? Только смотрите, здесь получается одна, как две ипостаси матери, короче, смотрите. Одна получается заземленная такая достаточно, заземленная. Вот, что-то заботиться, там, кормить и так далее. Может, это вы даже, да? А вторая женщина вообще абсолютно непонятная. Она сундучок с сюрпризом, да? И ему вообще вот непонятно абсолютно происходящее. И он страдает, у него, не знаю, что там в душе, короче, происходит, потому что он чего-то подсознательно-то хочет к ней, короче, а доступа нет. Но почему-то ему тоже кажется, что он судьбоносный. Короче, такое ощущение, что он окружен какими-то кармическими женщинами, все типа такие судьбоносные. Ладно. Но вот обратите внимание, на самом деле, да, что он и к вам, я так понимаю, что сильно доступа нет, и там еще какая-то мадам, и там типа доступа, короче, нет. Я не знаю, может, одна жена бывшая, может, еще что-то, но он как-то прям, смотрите, как его разрывает, как он все еще не сепарировался, да, как бы не осознал, в какой он действительности находится, но, скорее всего, ему это предстоит. Ладно, с точки зрения высшей сил, ты что? Слушайте, как прикольно в тандеме, это вообще колоды, да, работают? С точки зрения высших сил, что у нас тут происходит? А у вас, кстати же, возможно, с ним союз-то вообще очень эмоциональный, очень теплый, очень наполненный, да. Возможно, знаете, это знаете, как про вас так говорят, типа красивая пара, да, или люди там творческих профессий, или здесь, знаете, вот ощущение какой-то, может быть, даже показушности, вот что-то такое, знаете, очень много драмы, понимаете? В этом всем очень много драмы. Что-то кармичное, свыше, время вот это пришло, все там что-то, вот не знаю, в какой-то момент постоянно саморазвитие идет. Это вот какие-то, знаете, прям взлеты и падения, да, на самом деле взлеты и падения, очень много как бы во всем этом эмоций, театра, кино, драмы, короче, ну вот что-то такое. Есть ощущение, что вы, скорее всего, в этом, может быть, друг друга и дополняете, да, вот этими эмоциями, драмой, короче, и прочее. Мне не совсем понятно, сейчас я еще просто доспрошу, раз у нас тут треугольник как-то, да, я все-таки вытащу отношение его
к двум женщинам, к вам и не к вам, чтобы мы уже понимали. Чтобы мы уже понимали. У меня ощущение, что я какое-то бесконечное количество женщин уже посмотрела, что у меня что-то очень много женщин. Ваш ловелас. Но я понимаю, почему тут вот прям, потому что ему очень важно, чтобы женщина управляла его судьбой. Ему это важно. Так. Что там к другой женщине у него, значит? Ага, ощущение брошенности, отвергнутости на самом деле. Отвергнутости чего-то. А там, собственно, ему с ним было хорошо, потому что было ощущение какого-то дома, уюта, достатка. Ага. Прям смотреть покой, дзен и так далее. Хорошо. А к другой женщине там что? Это как новые чувства, это какие-то новые эмоции, да, ему там вот абсолютно непонятно что-то вот, ну я не знаю, что такое, короче, но при этом тянет, да, тянет и кажется, что это какая-то энергия изобилия, денег, может быть, знаете, какой-то вот он в приподнятом настроении, что он действительно хочет что-то для этой женщины делать, по сути. И вполне возможно, что он даже где-то что-то не дотягивает, да, но он даже одной женщине как бы может вешать лапшу, вот той, которая для него более ценная, да, что типа он исправится, он будет такой, типа, как вот ей надо, и вот такое вот, собственно, все, да, потому что он правдами, неправдами, собственно, хочет туда, да, хочет вот на самом деле понять, там какая-то прям неизведанная дорога вообще у него, да, какой-то прям сундучок сюрпризом. Прям интерес как бы направлен. Ну вот, собственно, смотрите, как бы, если мы все-таки смотрим ваши отношения, мне вот здесь вот тоже интересно, потому что две женщины четко мне показывают. Так, тут что у нас может быть? Вот если человек действительно как бы делает выбор там в вашу пользу, с точки зрения высшей сил, да, вот он, вот этот дзен обретает, понимаете, вот это ощущение, может быть, какой-то славы, да, может быть, вот ощущение, знаете, какой-то легкости, радости, там что-то, какой-то избранности, волшебства, короче, и прочее. Но для этого нужно все-таки, да, преодолеть определенные ограничения, если у него на это энергия, а у него нет. А у него на самом деле сейчас прям на это нет энергии. Вот. Ну, может быть, через какое-то время он что-то поймет про себя. Он как-то прям обесточенный. А он вот такой обесточенный у нас парень. Может быть, вы и есть эта живая вода. Слушайте, я не знаю. Ну, просто как бы я вам показала, что там, собственно, две женщины. Может быть, вы и есть эта живая вода. Но он сам, понимаете, он даже не знает. Он даже вот не понимает, кто из женщин его больше наполняет, да. И, скорее всего, возможно, ну, с точки зрения как бы высшей силы, его нужно просто посидеть в отшельнике, чтобы понять происходящее. По кому же он на самом деле скучает, где чувства, эмоции. У него нет возможности как бы проявлять, и пусть тогда он там принимает какое-то решение. Но просто здесь чувства, эмоции закрыты напрочь. Ну, может быть, слушайте, так и надо, потому что если он сейчас их допустит, они его размажут, а у него как бы не тот период, чтобы его эмоции размазывали. Хорошо, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
Бирюза, да, бирюзовые вы мои. Ну, кстати, вот если выбираете третий камень, надеюсь, что ничего не перепутала, есть ощущение, что может быть и вам воды, может быть и вам защиты. Я просто знаю про себя, когда у меня есть потребность в бирюзе, мне нужно почиститься. Не знаю, она меня очень мощно чистит. Может быть, это, конечно, не этот камень с этими свойствами, но для меня лично, когда начинается какая-то гадость на мне энергетическая, вот, у меня даже потребности нет, чтобы она была, вот клянусь, но она все равно есть. Кому-то я прям сильно покоя не даю. Я надеваю бирюзу, поэтому, может быть, это подсказка какая-то тоже для вас. Хорошо, ладно. Так. Он и вы, соответственно, и как бы далее смотрим температуру по дальнейшему, что-то между вами. Так, он. Я не знаю, что это у нас паш мечей, он младше вас, да, он студент, или он учится, или что-то он работает, может быть, со студентами, там, школьниками. Паш мечей, королева мечей. Может, он, правда, паш при какой-то королеве. Строгая мама. О чем здесь королева мечей-то? Немножко, да, есть у мужчины такие, он такой ведомый, да, у него чуть-чуть женская энергетика. Слушайте, вы, кстати, можете смотреть на бывшего мужчину. Или мужчину, который не доразвязал отношения с женщиной еще какой-то. Да? Здесь еще может быть мужчина, который любит женщин старше, умнее, взрослее и ценнее, чем он сам. Это сознательно, то есть он знает, где Луна здесь переворачивается. Это не бессознательно, но сознательно, то есть, скорее всего, у него есть определенная выгода, да, в таких женщинах, которые проявляются как королева мечей. Сейчас посмотрю еще какая. Ну, во-первых, им очень классно энергетически, когда они рядом, да. А сейчас вот есть ощущение, что что-то, короче, чувак с отрубленными ресурсами. С отрубленными ресурсами ощущение, что какие-то двери прям перед ним активно закрываются, и тоже не совсем понимает, что делать. Тут пары тоже показывают его. Император башни. Так, что-то случилось, что-то разрушилось или в процессе. Ладно, хорошо. Вы. А с обнулением мощное такое, да? Смотрите, по шуту происходит. Или все-таки сейчас обострение каких-то детских травм? Нет, я не могу сказать, что вы младше, хотя, ну, это несущественно, конечно, для... Знаете, как у вас как обнуление накопленного потенциала, потому что там, собственно, шут и десятка пентаклей. Какой-то новый путь явно, да, светит. Давайте, что еще по шуту? Шут, что вам в этом шуте? Потому что хочется на самом деле обнулиться, вы очень устали нести тот груз, который вы несете по десятке жезлов. Ой, очень устали, да? Или, смотрите, здесь хочется проявляться по шуту, потому что хочется тупости, легкости, шалить, дурачиться, но при этом есть ограничения в виде десятки жезлов, которые говорят: все, не плачь, Алиса, ты стала взрослой, да, взрослая типа жизнь. Взрослая жизнь, а мы что-то прям не чувствуем ценности в то, что мы делаем. Или ощущение, знаете, что мы хотим проявляться как-то по-серьезному, да, а мы как будто на коленке, как будто в полсилы, в полмощи. Ну, это говорю еще, когда сила есть, там, собственно, мы ее как-то не показываем и не проявляем. Ну, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, мы прям хотим обнулить и представление о себе. Возможно, статус свой, да, начать как бы все заново, потому что есть ощущение, что, возможно, от вот этого, знаете, как состояние девятки пентаклей, оно же не всегда про огромное количество денег, подташнивает, потому что вот раньше у вас, знаете, как определенные, наверное,
как это сказать, может быть, претензии были там ко Вселенной, да, или к жизни, или к тому, что вам достаточно, да, вам достаточно. А есть ощущение сейчас, что вас активно обделяют, а вы вот как будто не можете понять, почему такое происходит. Вот действительно чувствуете, скорее всего, ребенком, которому вот, всем дают бесплатные конфетки, а вам приходится за них прям потрудиться. А вам приходится потрудиться. Но здесь, скорее всего, тоже будет, видимо, какое-то прояснение отношений, потому что благо, что 8 мечей переворачивается, это хороший знак. Я люблю, когда плохие карты переворачиваются. Здесь какое-то будет мощнейшее проявление, может быть, даже вас в какой-то мощной, чувственной, эмоциональной, сексуальной сфере. Вот. Потому что явно тень. Явно сейчас будет очень мощно проявляться ваша тень и выход энергии, потенциала и прочего. Да? То, знаете, то, какой нельзя быть, то, соответственно, что нельзя проявлять. Что-то такое, да? Знаете, как выход на другой путь, от которого вы отказывались или когда-то отказались по той причине, что там было там. А почему? Вот вам, кстати, эмоционально же там было классно. Ага. А потому что как бы на самом деле казалось, что это не взрослое, это как-то тупо, это инфантильно. Потому что, видимо, ваш внутренний император, соответственно, или, не знаю, там, бывший муж, там, еще что-то, да, то есть вас очень сильно как бы что-то вас подавил. И очень сильно, скорее всего, подавил самооценку. Тут вопрос самооценки, и явно сейчас у нас самооценка будет расти, потому что мы очень круто трансформируемся сейчас, активно трансформируемся, то есть выходим из своей этой вонючей, стрёмной, страшной, конченной 5 пентаклей, да, из вот этого состояния, что там какой-то бедный родственник. Окей, хорошо, давайте, что там как-то, я вот так вот сейчас положу. Да, мы же будущее отношения смотрим. Хорошо, как он его видит? Так, маг. И слушайте, здесь на самом деле он хочет этими отношениями управлять, развивать их и управлять ими, да, потому что смотрите, карта мага, и он вот, сейчас я посмотрю, что он пытается на себе, собственно, как-то закрепить, да, потому что он какие-то права, полномочия. Нет, ну, если чувствами, эмоциями манипулировать, оно такое себе, ну, как-то... Есть ощущение, что вы немножко вообще в каком-то синхроне с ним идете. Вы в шуте, как бы в маге, да? Маг? Ну, смотрите, нет. Ну, как бы маг-император – это действительно про взять ответственность. Вот как вы любите, девочки, говорить, про такого не понимаю. Но, однако же, да, смотрите, маг-император и, собственно, 8 пентаклей. Здесь, на самом деле, человек работает и хотел бы работать над тем, чтобы быть очень важным в вашей жизни. Очень важным, как бы, в вашей жизни. Он очень сильно заинтересован, потому что там тебе, пожалуйста, и солнце, и колесница. И вполне возможно, ему кажется, что с вами можно двигаться к тем целям, которые он запланировал, то есть он, скорее всего, вот как-то вот видит в дальнейшем, да, ну, происходящее, так что он может действительно вами управлять, может быть, чувствами, может быть, ресурсами, может, еще что-то, вот. Так, ну, чувства мне, конечно, здесь очень интересно, понятно. Он сейчас не руководствуется чувствами, скажу сразу, он руководствуется здравым смыслом. А здравый смысл, как бы он во всем этом видит, потому что явно у него были еще какие-то перспективы, но он пока, скорее всего, проводит определенную работу над ошибками. Он проводит работу над ошибками. То есть вполне возможно даже будет давать какую-то защиту, может быть, вам. Или прекрасно понимая, что он может выпасть в ситуацию соперничества, где его могут там, допустим, не выбрать, куда-то задвинуть, и что-то, собственно, дверь в Нарнию закроется. И он это четко отдает себе в этом отчет. Хорошо, а вы, собственно, как видите отношеньки-то? Ага, любовь, морковь. Что-то, короче... Вот смотрите, на самом деле ощущение, что он видит эти отношения серьезнее, чем вы. Потому что вы такая что-то мур-мур-мур, там, смотрите, да, может быть, какая-то сексуальная близость, может быть, вот этот момент притяжения, да, очень сильный есть.
такая, знаете, для вас, скорее всего, роковая страсть. Ну вот, пожалуйста, потому что вы же своего дьявола рядом с этим человеком проявили вообще, вы видели, на какие эмоции вы способны. Это, знаете, вот опять же, ну, еще мои любимые девочки, которые, собственно, ну, приходят и спрашивают. Вот мне, говорит, там прям не могу спросить у своего там сексолога, там, психолога, говорит, а вот карта Таро видят вообще, что я это фригидна. И начинаешь, когда копать, просто понимаешь, что там страх получения удовольствия, просто страх женский идти в близость, или, например, у нее нетипичные оргазмы. Ну, я взрослая девушка, женщина, как бы я могу об этом говорить, потому что, слушайте, не у всех оргазмы, например, там вагинальные, да, соответственно, если женщина там его не достигает, она почему-то чувствует себя какой-то ущербной, так извините, мне там столько их всяких видов. Но это в зависимости от мужчины, от любовника. Вполне возможно, что он классно проявлялся как любовник, и вы тут себя, знаете, открыли заново. А ларчик просто открывался, да, там через какую-то, соответственно, там точку G или там какие-то эрогенные зоны, которые, собственно, ваши бревна бывшие мужики нащупать не могли, как бы, да, здесь вот какой-то матч на самом деле произошел, да, и, соответственно, вот вы почему-то видите его как любовника. Он видит, соответственно, вас с собой как императором, вы видите его как любовника. Типа, мне с тобой хорошо, там, нам классно просыпаться вместе, условно, да, меня там, типа, все устраивает в сексуальных отношениях, вы вот так вот его видите. И вот эти отношения тоже, ну да, вот нас как-то очень сильно друг к другу тянет. И, ну, на самом деле, что вы еще боитесь? Вы боитесь умеренности, вы боитесь, что страсть закончится, потому что явно понимаете, что, может быть, человек после этого станет вам неинтересен, что вы достаточно быстро его там раскусите, как бы, и пойдете дальше, да. Видите, как вообще вас видит пространство? Тут такая, да, на самом деле женщина не кайфажорила, а теперь, короче, решила вообще прям активно покайфажорить, да, как бы, ну, что-то не устраивает, нафиг следующий. То есть, вероятно, открыла мир других мужчин такие. Я же говорю, вот выходит из состояния низкой самооценки, вот этой пятерки пентаклей, обесценивания и прочего говна, которыми вас как бы наделили ваши бывшие партнеры. Ну, девочки, я буду просто называть вещи своими именами. Потому что от бывших партнеров вообще вы вышли с самооценкой, похороните меня под плинтусом. И вот благо она сейчас вот начинает прям раскрываться с этим персонажем. Хорошо, ладно. С точки зрения высших сил. С точки зрения высших сил, знаете, вам необходимо прояснение отношений, может быть, какая-то ссора, может быть, даже какой-то разрыв, потому что вас должно раскидать, да? Вас должно раскидать. Сейчас спросим, что и почему. Ух ты! А тут на самом деле есть ощущение, что, ну, как бы вас нужно раскидать, чтобы что? Кто должен тут страдать-то вообще, да? Какая-то больная тема, какой-то больной разрыв отношений, больной, достаточно болезненный. Смотрите, где сердце разбито. Возможно, какие-то неоправданные ожидания. Но зачем это нужно с точки зрения высших сил? Угу. Понимаете, здесь у нас некий не мэтч эмоциональный, потому что есть ощущение, что вы более эмоциональны, нежели этот человек, и ему крайне сложно на ваши вот эти вот эмоции отвечать. Вот видите, какая вы эмоциональная, а он более практичный. И получается, что каждый раз вы натыкаетесь когда на покерфейс. И вы от этого очень сильно страдаете, да, вот как бы состояние драмы из того, что ты там типа не отвечаешь на мои чувства и эмоции. И, соответственно, ну, я не знаю, может быть, человек не совсем умеет их проявлять. Я уже, конечно, не буду говорить, что нарц, вот, но вполне может быть. Вполне может быть, потому что здесь как бы карта мага, и он все действительно работает над тем, чтобы быть в вашей жизни самым важным и главным, потому что здесь какой-то момент самоутверждения прослеживается. И мне очень нравится, прочитала у своего очень такого, не могу сказать, что любимого терапевта, потому что я у нее не в терапии, но она периодически пишет очень провокационные вещи. Ну, что-то, например, из серии, что когда мы называем людей нарцами, там, токсами и так далее, да, а это на самом деле желание переделать свою маму, потому что как эта мама вот не такая, какой мы бы хотели ее видеть. То есть, собственно, если нарц, это значит, мам, как бы ты
не видишь и не понимаешь, как я тебя люблю. Ну, что-то вот в таком духе. Я на самом деле здесь как бы согласна, потому что здесь человек, скорее всего, дается для проработки обид на родителей, на мать в частности, которая, возможно, где-то обесценивала ваши чувства и эмоции, поэтому, конечно, вам об это обесценивание, конечно, хочется, вероятно, грудью, как раненой птице, ударяться. Помните, как этот «Поющий в терновнике»? Как я любила эту книгу просто. Как я вот вообще просто сумасшедшая. Ну, сериал не так, а вот книга, да. Я перечитывала, наверное, раз 5. Перечитывала «Поющий в терновнике», перечитывала «Лолиту». И что-то я еще перечитывала прям несколько раз, и мне так заходило каждый раз по-новому. Какая-то запрещеночка что-то была, еще не помню. Ладно, не буду озвучивать, тут цензура. Вот, по-моему, это даже что-то было, какая-то эротическая литература, ну, красивая. Ну, собственно, вот здесь нужно действительно, да, излечить. А после того, как вы эти травмы излечите, человек уходит из вашей жизни? Да нет. Нет. Тут вот смотрите, после того, как вот мы действительно эмоционально как бы проясним отношения, здесь даже какая-то стабильность возможна. Здесь просто, как это сказать, вот мы понимаем, что человек такой, да, мы понимаем на самом деле, что у него там закрыты чувства, но это его мир, это его реальность. Это его реальность, да, и ты на самом деле просто как-то начинаешь воспринимать его по-другому, действительно, как не то, что он там тебя обмануть там хочет или еще что-то, да, что он там что-то не договаривает, но он реально закрытый, он реально вот как бы такой закрытый. Хорошо. Так, ну такие, значит, с точки зрения высших сил, сердечко-то он вам разбить должен. Что дальше? А дальше продолжаются какие-то конфликты на расстоянии. Ну, так надо с точки зрения высших сил. Так надо с точки зрения высших сил. Зачем? Чтобы что, человек? Тут, знаете, такое ощущение, что ценность этих отношений понимается только на расстоянии. Все, я поняла. То есть надо, конечно, чтобы вас тут как-то раскидало, а потом, как бы, когда вы проясните ситуацию и отношения, вполне возможно, вы сможете выстроить что-то заново. Поэтому как-то вот необходим вот этот момент обнуления. Да, ему там, соответственно, эго проработать, короче, да, вам выйти из вот этой жертвенного состояния, вообще, что я все сама. Ладно, окей, все понятно. А он, скорее всего, приоткрывает еще вашего личного дьявола, а там, скорее всего, не какие-то идеальные представления о себе. Поэтому он такой, знаете, как будто знает ваши тайны. Как будто знает ваши тайны. Сейчас еще немножко про человека расскажу. Это вот вся история, что ему нравятся женщины, соответственно, старшие или там как-то, да? Или мечевые, закрытые женщины. Это о чем для него? Потом, знаете, он действительно может смотреть прям как вот как котик проявляться, как кот ученый. А потом, собственно, женщину подчиняет он, да, подсаживает на себя, получается. Что происходит там? Женщина подсаженная. Ага. Ему очень важно получать, смотреть ключи к ресурсу женщины. К ресурсу мы не всегда про деньги говорим, потому что эмоциональный ресурс не менее важен. Но к вашему эмоциональному, получается, есть ощущение, что у него безлимитный доступ. И вот такое ощущение, что он вот прям хочет постоянно получать. То есть он об этом думает, да, как получить безлимитный доступ. Как получить безлимитный доступ. Зачем оно ему? Так, что для личного триумфа? Что? А что? Потому что что? Ему что-то про него сказали, что? Что-то через какое-то время. И что?
Тут вот, я так понимаю, что он же с вами тоже сталкивается со своим вот этим личным дьяволом, подсаживает на себя, подчинять и так далее, да, юзать, короче, ресурсы. А вот, собственно, через какое-то время, смотрите, прям будет какой-то мощный у него трансформационный процесс, мощнейший. Да, и условность тьмы к свету, но мы как бы об этом не говорим. Но здесь на самом деле человек задумывается, что ему в жизни хочется чего-то большего, чем просто кайфажорить и питаться чужими эмоциями. Да, это безусловно произойдет. Это безусловно произойдет. Да, то есть на самом деле он просто как бы столкнется с объективной реальностью. Да, что хорош как бы в это все играть, это все какая-то история, которая никак не связана с реальностью, и он придет вот в это состояние реальности, что хватит типа манипулировать людьми, потому что он запутается в этом максимально, да, он запутается, короче, в этом максимально, и вот, собственно, когда он запутается, короче, в этом максимально, он как бы вот поймет, господи, опять гадалки лезут. Вот знаете, он, короче, постоянно в поиске чего-то лучшего, да, он вот это все анализирует, вот лучше, лучше, лучше. А может быть, на самом деле как-то есть какой-то другой ресурс, да, больше и круче, чем типа у этой женщины. Вот такой вот у нас персонаж. И он такой типа в поиске. Поэтому, соответственно, с точки зрения высших сил, да, токсичность бы эту, конечно, надо бы проработать, да, проработать. Потому что как-то паразитировать на чужих ресурсах, он реально прям паразитирует, да? Но я так думаю, что он на самом деле много врет, да, врет про чувства, просто чтобы добиться своего там желаемого. Окей, хорошо. Ну, троечка жесткая такая получается. Вы в этом всем чё, кто как? Вы в этом все понятно. Вас явно подсаживают на чувство вины, да, типа ты сама виновата в произошедшем. Тут какой-то вполне возможно момент расставания может быть, да, момент какого-то сожаления. Либо, соответственно, вот этот момент обнуления, когда нужно двигаться дальше, да, что там высшие силы. Потому что есть ощущение, что у вас какой-то вот прям новый интересный путь, который вы пока еще не знаете, да. То есть вот ощущение, что вы цель потеряли, но нет. Но нет. Вот. И тут как-то вскроются дары, обратите внимание, вот этот нож, да, вспарывает вот эту ленту, да, и мы как бы видим, что там прям чувство, нежность, эмоции, какая-то, не знаю, кармическая половина и так далее, вот. Но вот хочу понять, собственно, мы же на него же смотрим, да. Давайте так, а что с ним-то дальше? Что с ним дальше? Что с ним дальше? А смотрите, здесь вполне возможно какая-то встреча, какое-то очень мощное движение вперед. И вот я так хочу сказать, девчоночки мои. Собственно, если вам действительно важно, чтобы этот человек был рядом, начните радоваться жизни, начните чего-то достигать, начните не смотреть в его сторону, смотрите прям заниматься, опять же, своей жизнью, потому что нужно себя вытащить из вот этой коробочки. И вот тогда здесь ощущение опять вот какого-то обновления, какой-то вот свежести, понимаете? Опять вы ему там совпадете по всем этим натальным картам. Опять, знаете, он пойдет как бы тарологу, астрологу и скажет, вот смотри, там, вот твоя судьба, короче, да? И, значит, это покажет, значит, на вас. Вот опять случится матч. И на самом деле, вот чтобы с этим человеком взаимодействовать, тут надо его хвалить. Надо его активно хвалить, надо его там типа поддерживать, потому что он, на самом деле у него есть зависимость от чужих ресурсов, потому что ему кажется, что ему нет своих, соответственно. И вот он очень боится одиночества. Поэтому как-то периодически, скорее всего, от него нужно уходить, чтобы он ощутил себя брошенным. И чтобы он не испытывал пресыщения. И вот тогда, да, у него будет вот ощущение вот этой какой-то внутренней драмы и конфликта, который будет тянуть к вам, да, то есть от него нужно постоянно ускользать.
быть вот этой водой, да, соответственно, и чем больше легкости и движения, вот тем больше, поскольку у него этого самого нет, понимаете, он будет стремиться к вам. И тонуть в вас, и чувства, эмоции, как бы, и все такое. Господи, опять бубуин лезет. Вот давайте так, на его какие-то вот выходки прям сильно обращать внимание не нужно, потому что типа, ну сейчас я понаблюдаю с попкорном, да, что-то типа еще выкинешь. Потому что здесь, конечно, будет в ход пускаться все, и ревности, манипуляции, и вот это все. Ну, как бы вот такая ситуация, что на самом деле просто вот человек такой. Скорее всего, здесь какие-нибудь эти, знаете, скажите мне, забыла, контрзависимый, да, называется, потому что человек очень боится вот привязываться, что его нужно периодически отпускать погулять, и я думаю, что он будет возвращаться. Он что-то вот как-то так. Как-то так вот. Да, и на самом деле, ну, я не знаю, сознательно, бессознательно прям подсаживает на чувство вины, да, сильно не хочет им нести ответственность. Так, ну я еще хочу спросить, а вам зачем вообще вот это все? Вам зачем вот это все? Состояние драмы или что? Или там, собственно, что-то может вырасти? Что-то у вас, слушайте, и страсть, и любовь, да? Что-то вас прям тянет. Что по подарку-то? Ага, вам тоже, что ли, вы предсказали? Да? Типа, что вот с этим человеком успешный успех. Ну, какой-то матч, да, у вас есть. А его-то что, тянет? Хочу понять, не могу понять. Вот здесь. Тянет уже сейчас. А у него нет, смотрите, сил, энергии быть победителем, достиженцем и так далее. Явно, короче, он сейчас не получает ресурсы, у него там проблемы с деньгами. Может быть, правда, как бы нужны какие-то деньги на лечение, может быть, и буйные головушки, дай бог, не Венеры какой-нибудь. Но вот сам момент вообще, что он-то хотел, конечно, чего-то, возможно, сепарироваться, что-то новое, еще что-то, да, кому-то еще, соответственно, ну, там, ресурсов пожрать. А он сейчас на перепутье находится. Ой, опять, господи, будет спрашивать у тарологов, астрологов. Вот интересная, конечно, такая история, потому что опять вот эта тема, типа, вас ему предсказали и так далее, да, и он на самом деле как бы начинает двигаться, да, двигаться к вам, там, двигаться в эти какие-то небесные врата и так далее, да, потому что опять что-то кто-то ему сказал, что женщина свыше, да, женщина свыше. И вот он все это поймет, но только ему нужно действительно пожить как бы в определенных ограничениях, да, собственно, потерять ресурс, да, как бы потерять встречу какую-то. Слушайте, дай бог, потому что я смотрю какие-то ждуль, и дай бог, я, конечно, не смотрю человека, который сейчас сидит, ну, потому что на самом деле есть ощущение клетки, да. Есть на самом деле ощущение клетки. То ли у вас ощущение, что вы в какой-то тюрьме, понимаете, то ли он. Может, ментальное, как вы знаете. Короче, я попыталась разобраться в вашей ситуации, ребят, по третьему варианту, но у меня ощущение, что черт ногу сломит. Каждый проходит свои уроки. Я не могу сказать, что это прям какие-то кармические отношения. Я могу сказать, что, наверное, очень сильно обтешится ваше эго, да, и эго этого человека друг от друга, и, соответственно, вот когда камешки будут такие, знаете, не острые, обточенные, тогда действительно тут как-то в этом всем возможен микс определенный, да, здесь на самом деле нужно побыть на расстоянии, как бы, чтобы понять, кто что наворотил. Ага, Мартина Навратилова. Все хорошо. Вот такая была интересная третья позиция. А с вами была я. Пока еще ваша и пока еще нейроведьма.